В 2026 году Чингук из группы BTS окончательно закрепил за собой статус одной из самых влиятельных мировых знаменитостей. К огромному сожалению, вокруг личности Золотого Макне все еще вращается немало ложных представлений. Сегодня мы разберем 5 самых живучих заблуждений, которые не имеют ничего общего с реальностью. Первый миф – он все еще ребенок. На момент дебюта коллектива BTS Чингуку было всего 15 лет. Тогда он действительно являлся самым юным участником не только в своей группе, но и среди всех артистов лейбла Big Hit Music. Однако сегодня Чингуку уже 28 лет. Он старше многих нынешних айдолов компании, например, участников группы TXT. Безусловно, для преданных поклонников и старших коллег по группе он навсегда останется младшеньким, но отрицать его зрелость невозможно. Чингук давно стал взрослым мужчиной, и время лишь подтверждает этот факт. Миф второй – он боится женщин. В подростковом возрасте многие сталкиваются со стеснением или неловкостью при общении с противоположным полом, и Чингук не стал исключением. В первые годы существования BTS его якобы страх перед девушками превратился в локальную шутку среди фанатов, но ее никогда не стоило воспринимать буквально. На самом деле артист просто был довольно застенчив в компании незнакомых людей, независимо от их пола. С годами эта черта сменилась общительностью. Сейчас он чувствует себя уверенно и легко находит общий язык с самыми разными людьми. Третий миф – застенчивость и его врожденная черта. В интервью для 8-го тома японского журнала FC, озаглавленном «Моя биография», Чингук признался, что вовсе не родился скромником. В детстве он был настоящим сорванцом и обожал проводить время на улице. Вот что он рассказал о тех годах. «В детстве я был крайне озорным мальчиком и постоянно играл на свежем воздухе. А вот учебу я искренне недолюбливал, из-за чего у меня часто возникали проблемы с мамой. Я был из тех детей, что носятся по школьным коридорам и стараются побыстрее съесть свой обед. Я даже пробовал свои силы в бибоинге, хотя тогда у меня не очень получалось. А еще на школьной экскурсии в средней школе я исполнял композицию «This Song» группы 2AM. Его замкнутость проявилась лишь в момент прослушивания. Чингук вспоминает, что когда он зашел в зал и увидел огромное количество незнакомых людей, он почувствовал себя подавленным и словно сжался. Именно тогда и зародилась его привычка закрываться от тех, кого он видит впервые. Четвертый миф – он всегда мечтал стать певцом. Несмотря на то, что Чингук начал ходить на кастинги в очень раннем возрасте, его жизненный путь мог сложиться иначе. Даже во время прослушиваний он не был до конца уверен, что сцена – это его призвание. Сам артист говорит об этом так: «Многие могут подумать, что я мечтал стать вокалистом с малых лет, но, честно говоря, я не понимал своей истинной цели даже тогда, когда пробовался в телевизионное шоу. В тот момент я скорее плыл по течению и просто искал то, что принесет мне удовольствие». Пятый миф – ему не нужно работать так много, как другим участникам BTS. Существует мнение, что Золотому Макне не нужно прилагать столько же усилий, сколько остальным, из-за его природных талантов. Это огромное заблуждение. Несмотря на одаренность, Чингук трудится без устали, чтобы оттачивать свое мастерство. Он постоянно берется за изучение новых навыков, которые не всегда даются ему легко, например, освоение английского языка. Почему же возник этот миф? Скорее всего, потому, что Чингук предпочитает скрывать свои внутренние переживания и тяжелые моменты подготовки за кадром, стараясь транслировать только позитив. Мы видим лишь вершину айсберга, а за ней стоят кровь, пот и слезы, о которых публика может даже не догадываться. На этом наш разбор завершен, и, как видите, за внешним успехом и природным талантом скрывается огромный труд и невероятная скромность. Мы надеемся, что это видео помогло вам узнать артиста чуточку лучше и развеять старые заблуждения. А какие еще мифы или необычные истории о Чингуке известны вам? Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях, нам будет очень интересно обсудить это вместе с вами. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые расследования из мира музыки. До встречи в следующих выпусках.